Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир Танки от Lesta Games, и сегодня у нас на обзоре тяжелый советский танк Объект 780 10 левела. Данную тачку можно было приобрести примерно там год назад, по-моему, за ресурсы. Первые там, по-моему, 4000 машин выдавались за ресурсы с личным номером, но, к сожалению, я не успел вовремя приобрести. У меня нет личного номера, но я уже рад тому, что эта машина есть у меня в ангаре. Конечно же, жмите лайк под этим видосом, подписывайтесь на канал, поддержите танкиста. Ну а мы с вами начнем обзор с бронирования объекта 780. Погнали! Итак, коллижн модель нашего объекта 780. Необычное строение корпуса, да и башни. Давайте разбираться. Вот такой вот он. Высокий по корпусу, поднятый до НЛД 260, 254 чуть выше, да, к каткам 264. Достаточно крепкая НЛД, как для десятки, даже для тяжелого танка. ВЛД 270 и система 280, пишет рикошет, хороший угол наклона брони. То есть ВЛД у него защищено в первую очередь, там всего лишь 100 мм за счет рикошета приведенной брони. А касаемо надгусеничных полок от в такой проекции. 500, 600, 500, там почти 600. Бесполезно сюда ему вот так стрелять. Есть еще вот этот наклон брони, нижняя часть, да, надгусеничные полки. И здесь у нас 127, но система пишет рикошет, хороший угол наклона. То есть в проекции корпуса относительно ВЛД надгусеничных полок и под ними хорошо защищен. Да и НЛД тоже в принципе неплохой. Теперь по башне. С передней части у нас сферической формы. Ищем ослабленные места. 303. 303, 300, 400, 500, 900, все зашито. 310 вот здесь чуть ниже, 310, остальное все так же хорошо зашито. Верхняя планка 124, система пишет рикошет, по правилу 3 калибров от 150 мм сюда можно только закидывать. Теперь касаемо лючка, сначала вот этого, 208, по краям 400, 250, 225 рикошет. То есть стрелять только в центр. Второй лючок. Вверху 120, внизу 327. Вот сюда ему бесполезно, в эту зону, стрелять только в верхнюю часть. Но она настолько тоненькая, господа, что опять же система пишет рикошет. Рикошет, рикошет. Бесполезно. Стреляйте, такой люк-замануха. Стреляйте только в центральный люк. Что здесь у нас? Обзорный прибор какой-то, 330. Здесь у нас 278, рикошет, рикошет. Шанс пробить у нас, ну, прям вообще 0,2%. Посмотрите, 330. Жесть. Боковое бронирование 100 мм, 100, 100. Как он танкует от борта? Давайте смотреть. Да никак он не танкует. Он основную часть борта, вот здесь-то у него все нормально, и здесь нормально, подставляет вот эту немыслимую свою щеку в 265 мм. Поэтому он еще и через каток бьется, насколько я помню. No дамаг. Так, вот. Да, вот в эту часть закаточную. Вот, прям только начинается вот здесь. Он пробивается. Над катком прям стреляйте. Ну и плюс вот такая щека. Поэтому на этом танке не рекомендуется танковать от борта, а только вот передней частью выставляться. Желательно, но здесь все равно не такая уж лютая приведенная броня в НЛД. Да, к сожалению. Вот такой... маска орудия еще забыл. 480, рикошет. Не, ну маска зашита хорошо, есть маленькая щель вверху, но в нее попасть будет нереально. Вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть пушечку данного агрегата. Пушка у нас 10 левела, 130 миллиметровка, альфа хорошая, 530. Пробитие на основном типе снаряда хорошее, 267. А вот на голде заниженное, 311. Заряжается данное орудие долго, 14 секунд.
ДПМ из-за этого всего лишь 2271, но хорошая точность 0.35 и супер комфортное время сведения 1,9 секунды. По полевой модернизации еще не качал, только начал. Соответственно, смотрим. Во втором блоке вездеходная ходовая, в четвертом блоке отстройка параллакса, в пятом блоке звукоизоляция. Так. В седьмом блоке перераспределение энергопитания. Танк такая средняя подвижность у нее, можно вот за счет этого повысить. И здесь у нас облегченная платформа ставим. Да, в восьмом блоке. Вторым слотом рекомендую на него брать огневую мощь. По оборудованию. Закалка Досал Стаб. По снарядам. Бронебойный летит у нас 1130, основной тип снаряда. Голдовый у нас подкалиберный летит 1480. Это очень круто. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. 3 члена экипажа. У нас нету заряжающего. Все это происходит здесь в автоматическом режиме. Перки наблюдаете перед собой в табличке. Касаемо огневой мощи в части УВН. Минимально комфортный в -7 у нас присутствует. ДПМ все равно достаточно низкий. Вот при такой даже сборке оборудования, там, ну, грубо говоря, 2800. Но посмотрите на тяжелом танке, какая у нас точность. 0.31. Вы посмотрите, какое время сведения. 1.71. Тяжелый, можно сказать, снайперский танк практически. По количеству ХП 2450 норма. По мобильности 45 вперед, 15 назад, почти 18 лошадей на тонну. Удельная мощность. Ну, нормальная мобильность, как для тяжелого танка, но мне лично на нем не хватает, хочется чуть-чуть быстрее. По обзору 461 метр. Прям вообще рекордсмен по обзору. Еще раз по плюсам машины. Обзор. В лобовой проекции хорошая броня, что НЛД, ВЛД надгусеничные, да и сама башня. Прям вообще огонь. По количеству ХП норма, по огневой... Так, господа, Эль-Халуф попали. Обзор боем у нас объект 780. Тяжелый советский танк 10-го левела. Акционная машина. Приобреталась за ресурсы. Да, была такая фишечка. Она у меня не номерная, но хотя бы такой танк без личного номера, но в ангаре присутствует. Попали фулл десятки. По 2 арты с каждой стороны. Эх, подвижности нет. Арта это плохо. Ну, быстрее коня едем хотя бы. Бэха заехал. Все, на перекатку идти нельзя. Там ТВП и Бэха. Это фуллборд. Получал у нас объект. ПТ ОМОНно получает плюс. Все. Дали мантикоре. Все, знатно. Отчехвостили всех.
Свобода не дремет. Мерзкая орда. Весь переломанный я, конечно. Арта просто, я просто сижу под станом постоянно. Еще яги мне не хватало. Откуда он там стрелять-то? Точно. Все, ванга. 4К суммы есть. Хорошо. Ой, поедем по Маусу, постреляем чуть-чуть. Иди нахер, додик. Пробили. Ну, ребят, 4600, в принципе, план сделали. План был 4900. У них АФК. Ладно, 6 есть сумма, да? Отлетел, СТБшка одна осталась. Ну ее там еще разору. Да я считаю нормально, 6, 100 суммы сойдет. Вот такой вот это интересный танк. Да. Ну тут, правда, противники еще очень плохо сыграли. У них турбослив просто нещадный. Но свое мы забрали. Успели. Пушка дала КД. Подвижность дала. То есть все дало. Да. Так, смотрим итоги боя. Первое место у нас по урону. Более чем в 2 раза мы оторвались от всех, кто либо к нам мог приблизиться. Танк, к сожалению, не могу всем сказать. Ребята, качайте хороший. Да, неплохой танк, но его вы не можете ни купить, ни выкачать, а только ждать либо аукциона, либо новогодних коробок. Я не знаю, когда и где он появится. Ребята, у кого есть объект 780 в ангаре, пишите свои комментарии, как вам эта машина в целом, какое вы используете оборудование. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал. Вот, я машине по 5-бальной системе 4 твердую поставлю, ибо заслуживает. И хочу всем сказать пока-пока, до скорых встреч в новых обзорах.
пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.